Приветствую вас, друзья! Вслед за Польшей Великобритания также заявила о планах передать Украине тяжелые танки. Мы ускоряем нашу поддержку для Украины с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могли бы предоставить украинцам возможность изменить правила игры, сказал представитель Даунинг-стрит. Как писала газета Financial Times, Великобритания рассматривает вопрос о передаче Украине своих танков Challenger 2. Challenger 2 – это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Его разработка велась британской компанией Vickers Defence Systems с 1986 по 1991 год, когда он и был принят на вооружение. Первые машины поступили в войска в 1994 году. Танк выполнен по классической схеме и имеет массу от 62 до 74 тонн в зависимости от модификации. Двигатель мощностью 1200 лошадиных сил разгоняет танк до 56 км в час по шоссе и 40 км в час по пересеченной местности. Подвеска гидропневматическая, коробка передач автоматическая. Экипаж состоит из 4 человек. Challenger 2 имеет комбинированную броню толщиной 700 мм в лобовой проекции и 800 мм на башне, что приравнивает его по защищенности к немецкому танку Leopard 2А5. Данный танк вооружен 120-мм нарезной пушкой L30А1 длиной 55 калибров, стабилизированной в двух плоскостях. Боекомплект пушки 50 выстрелов, включающий бронебойные оперенные подкалиберные и безосколочные фугасные снаряды. При этом эффективная дальность стрельбы составляет 8 км. Снаряды L27 могут пробить броню толщиной 700 мм на расстоянии 2 км. Пушка также может стрелять боеприпасами L27А1 с сердечником из обедненного урана. Также на танке установлены два 7,62 мм пулемета. Один спаренный с пушкой, второй возле командирского люка, управляемый дистанционно. Боекомплект пулеметов 4000 патронов. Challenger 2 оборудован цифровой системой управления огнем от фирмы General Dynamics на основе 32-битного процессора, которая представляет собой усовершенствованный вариант ЭВМ, установленный на танке М1А1 Abrams. Командир танка имеет 8 дневных перископов с однократным увеличением для кругового обзора. Под каждым перископом имеется красная кнопка, при нажатии на которую прицел командира автоматически поворачивается на линию обзора с этого перископа. Установленный на крыше стабилизированный прицел наводчика имеет дневной оптический канал, тепловизор и лазерный дальномер. Командир танка и наводчик имеет отдельный монитор тепловизионного канала, расположенный слева от его прицела. Стоимость одного танка Challenger 2 оценивается примерно в $5 миллионов. В 2008 и в 2014 годах танк прошел модернизацию. Из 447 выпущенных танков модернизацию прошли 250. На них установили комплект дополнительного навесного бронирования, новую 120-мм нарезную пушку, новый двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, новую автоматическую трансмиссию, новую систему управления огнем и кондиционер. Модернизация 2014 года продлила срок службы танков до 2035 года. На данный момент речь идет о 12 танках, которые Великобритания планирует поставить Украине, но это предварительная цифра. В то же время бывший глава генерального штаба британской армии генерал Ричард Донат считает, что в Украину нужно отправлять не менее 50 танков для того, чтобы реально повлиять на ситуацию на поле боя. Решение о количестве предоставляемых танков будет принято британским правительством уже на следующей неделе.